Когда-то космос был просто небом. Задача была предельно ясной. Нужно было знать, когда сеять, когда ждать разлива реки и куда направлять корабль с награбленными сокровищами на тот случай, если вы пират. Солнце задает ритм дня, луна – месяца, звезды – направления. Небо было стабильной системой координат в мире, где все остальное менялось. Самые ранние систематические наблюдения принадлежат цивилизациям Месопотамии. Вавилонские астрономы на протяжении веков фиксировали положение планет, даты, затмений и яркость светил. Их интересовала повторяемость. Если явление возвращается, его можно предсказать. А если можно предсказать, его можно встроить в хозяйственную жизнь. Вопрос «почему» оставался пока что в стороне. Главное, работала практичность, и в те времена она спасала больше жизней, чем любой жрец-попрошайка. Если говорить о Египте, существует документ, который называют Каирским календарем. Это папирус со списком дней, благоприятных и неблагоприятных. По сути, религиозный календарь, где события распределены по датам. Прямых астрономических объяснений там, конечно, нет, но возможные наблюдения за небом могли быть зашиты в саму структуру записей. Некоторые исследователи заметили в тексте повторяющийся ритм примерно раз в 3 дня. Почти с такой же периодичностью меняет блеск звезда Алголь Персея. Это двойная система. Одна звезда регулярно проходит перед другой, и свет на время слабеет, затем возвращается. Цикл длится около 2 суток и 21 часа, почти 3 дня. При многолетних наблюдениях такой ритм можно уловить и без приборов. Особое значение имел Сириус Сотис. Его первое появление на рассвете после периода невидимости совпадало с началом разлива Нила. Звезда служила сезонным ориентиром, когда на полях начинали прорастать те самые кабачки. Отсюда гипотеза. Наблюдатели могли заметить это повторение и каким-то образом зафиксировать его в календарной структуре, и становится очевидным, что древняя астрономия строилась на внимательном взгляде и точном счете дней. Привычных для нас телескопов тогда не было, но зато терпения и времени в избытке. У майя наблюдения были более системными. Они тщательно отслеживали движение Венеры и вычисляли ее синодический период – около 584 суток. Эти данные легли в основу календарных таблиц. Принцип везде один. Если небесное явление повторяется через равные промежутки и заметно невооруженным глазом, его можно выявить и встроить в календарь. Для этого, конечно, понадобятся годы наблюдений и аккуратный счет времени. В Китае придворные астрономы фиксировали появление светил на ночном небе. Сегодня мы называем их сверхновыми. Китайские хроники содержат описание вспышек, которые современная астрофизика сопоставила с остатками звездных взрывов. Так вот, во всех этих культурах небо мыслилось как замкнутая сфера. Светила закреплены на ней и движутся с разной скоростью. Казалось, что сфера вращается вокруг неподвижной Земли. Такая модель совпадала с чувственным опытом. Земля не ощущает движения, значит, она покоится. Аргумент предельно человеческий и долгое время считался актуальным. К тому же греческая традиция добавила к наблюдениям геометрию. Считалось, что если мир устроен разумно, его порядок можно выразить через форму. Самой совершенной фигурой признавали круг или шар. Имейте это в виду, когда встаете на весы. Отсюда вывод был прямой. Небесные тела должны двигаться по кругу. Земля в центре. Вокруг нее вложенные сферы, одна в другой. Такая схема выглядела логичной и стройной. По меркам своего времени это было простое и убедительное объяснение устройства неба. Во II веке нашей эры Клавдий Птолемей систематизировал эту картину в Альмагесте. Его модель включала дифференты и эпициклы, комбинации круговых движений, позволявшие описывать сложные траектории планет. Считалось, что Марс движется по маленькому кругу, а центр этого круга одновременно обращается вокруг Земли.
Получается круг внутри круга. Из-за этого на небе планеты временами будто шла в обратную сторону. Система выходила все более громоздкой, но по ней все еще можно было проводить расчеты. Так геоцентрическая система просуществовала более 1000 лет. Она позволяла рассчитывать положение планет, а значит, помогала в навигации и составлении календарей. Для своего времени этого было вполне достаточно. И вот уже в XVI веке наблюдения стали точнее. Новые инструменты выявили расхождение между расчетом и объектами в небе. Система Птоломея обрастала поправками. В какой-то момент возник естественный вопрос, а можно ли сделать проще? Тогда Николай Коперник перенес центр системы к Солнцу, а Землю поставил в ряд обычных планет. Это не избавило астрономию от всех вычислительных трудностей, но сделало схему проще и логичнее. Обратное движение Марса получило естественное объяснение. Когда Земля обгоняет его на своей орбите, создается видимость движения назад. Однако модель все еще требовала уточнений. Решающий шаг сделал Иоганн Кеплер. Работая с точными наблюдениями Тихо Браги, он заметил, что траектория Марса не укладывается в круг. После длительных расчетов Кеплер принял эллипс, фигуру менее совершенную по прежним представлениям, но гораздо точнее описывающую реальное движение планет. А наблюдения Галилея Галилей с помощью телескопа показали, что небесные тела далеки от идеальных гладких сфер. Поверхность Луны оказалась покрыта горами и кратерами. У Юпитера обнаружили спутники, а Венера демонстрировала фазы, которые согласовывались с гелиоцентрической моделью. Небо перестало быть абстрактной схемой. Оно проявило себя как физический материальный мир. Но оставался главный вопрос: почему планеты движутся именно по таким траекториям? Ответ предложил Исаак Ньютон. Его закон всемирного тяготения связал движение небесных тел с единой силой, которая уменьшается пропорционально квадрату расстояния. На этой формуле напрямую следовали эллиптические орбиты, которые ранее описал Кеплер. Для системы из двух тел задача решается полностью, но стоит добавить третье, и все усложняется. Солнце, Земля и Луна образуют конфигурацию, для которых нет общего аналитического решения. Уравнения Ньютона остаются справедливыми, однако применять их на практике становится значительно труднее. Незначительные различия в исходных параметрах со временем приводят к заметным расхождениям в траекториях. Классическая механика обеспечивает точность формул, но не обещает простоты поведения системы. Стоит чуть-чуть ошибиться в начальных данных, и через пару десятков лет мы увидим планету под номером 9. Расчет возмущений требовал длинных разложений в ряды. Эфемериды составлялись вручную годами. Ошибка в одном коэффициенте могла повлиять на прогноз на десятилетия вперед. Космос перестал выглядеть стройной геометрической схемой и превратился в задачу, где решающее значение имела аккуратность вычислений. Судьба орбит зависела от точности записи. Редкий случай, когда ход небесных тел определялся пером на бумаге. Так проявился предел аналитического метода. Формулы существовали, но их использование становилось все более трудоемким. В этот момент появился новый инструмент – вычислительная машина. С появлением вычислительных машин астрономия сместила акцент. Вместо стремления уложить движение в компактную формулу стало возможным считать его шаг за шагом. Не искать идеальное выражение, а прослеживать развитие системы во времени. Постепенно космос начали описывать не знаками на странице, а цепочкой последовательных вычислений. Теперь формулировка задачи трех тел выглядит предельно ясно. Три массы взаимодействуют по закону Ньютона. Уравнение движения записывается напрямую. Трудности начинаются позже, при попытке получить общее решение. В отличие от случая двух тел, траектории нельзя представить в замкнутой аналитической форме. Уравнения заданы, но их нельзя свернуть в компактное выражение, пригодное для прямого использования. Позже Жозеф Луи Лагранж и Леонард Эйлер
Обнаружили особые конфигурации, в которых три тела, если они не из бара, могут сохранять устойчивое взаимное положение. Эти решения, как мы помним, получили название лагранжевых точек. Они не абстрактны, их применяют в современной космической навигации. Но это частный случай, и Вселенная все так же не стремится соответствовать нашим представлениям о математической гармонии. В конце XIX века Анри Пуанкаре изменил подход. Его интересовал не конкретный вид траекторий, а поведение системы как таковое. Он показал, что даже полностью детерминированные уравнения способны порождать чрезвычайно сложную динамику. Незначительное различие в начальных условиях со временем приводит к заметному расхождению результатов. Закон продолжает работать, просто уверенность в результате требует все большей цены, времени и ресурсов. Особенно остро проблема проявляется при попытке оценить долговременную устойчивость Солнечной системы. Сохранится ли конфигурация планет через миллиарды лет? Не приведут ли накопленные возмущения к существенным изменениям орбит? Разложения в ряды давали приближение, но не давали уверенности. Постепенно стало ясно, что вместо поиска компактной формулы требуется другой подход. Прямое вычисление движения во времени. И численные методы интегрирования предлагают именно это. Уравнение записывается в дифференциальной форме, после чего вводится малый временной шаг. На каждом шаге вычисляется ускорение, затем обновляется скорость и положение. Траектория строится последовательно, точка за точкой. Метод Эйлера дает простейшее приближение. Более совершенные схемы, такие как Runge-Kute. Нет, это не монстр, так что верните огнемет обратно. Это лишь метод, который позволяет контролировать накопление ошибки. Алгоритм Верля сохраняет энергию системы значительно лучше при длительных расчетах и поэтому широко применяется в гравитационных моделях. Главное преимущество численного подхода – масштабируемость. Добавление еще одного тела не требует пересмотра теории, тем более если оно не трезвое. Требуется лишь больше вычислений. Частицы системы взаимодействуют попарно, поэтому число операций растет пропорционально квадрату общего количества тел. Да, Вселенная остается прежней, меняется лишь масштаб вычислительных затрат. И вот в середине 20 века появляются впервые электронные вычислительные машины. Их создавали для инженерных и военных задач, но астрономия быстро нашла им применение, за что им отдельная медаль. Прости, Адам. Теперь уже можно было интегрировать системы не из 3, а из десятков и сотен тел. И тут мы подходим к нечто очень интересному. N-body – это задача о движении системы из N объектов, которые взаимодействуют друг с другом гравитацией. Латинская буква N означает просто количество тел. Если их 2, все решается точно, если 3 – уже сложнее. Если сотни, тысячи или миллионы – аналитического решения нет, остается только считать их взаимодействие численно, шаг за шагом. Такую систему точнее сравнить не с часовым механизмом, а с потоком людей в метро в час пик. Пока все движутся в одном направлении, все выглядит почти организованно, но если кто-то внезапно решает пойти против потока, и вот вы уже межзвездный инагент, и начинается цепная реакция, замедление, смещение, локальные завихрения, и через несколько секунд это чувствуется уже далеко от места событий. Дело в том, что в ранних вычислениях можно было просчитать только сотни тел. Компьютеры просто не выдерживали больше. Но даже эти модели показали важное. Гравитационная система живет коллективно. Поведение целого не сводится к простой сумме парных взаимодействий. Появляются эффекты, которые невозможно увидеть, рассматривая тела по отдельности. Но когда мощности выросли, появились способы ускорять расчеты, и это стало менять абсолютно все. Например, далекую группу звезд можно временно считать одним усредненным объектом. Это снижение числа операций. Так стало возможно моделировать сначала тысячи, потом миллионы тел. И только тогда стало видно, как формируются галактики, как разрушается скопление и как возникают плотные ядра. Суть простая. Законы Ньютона те же самые.
Но когда объектов много, результат их совместного действия перестает быть интуитивным. Его нельзя угадать, его нужно вычислить. К моменту, когда стало ясно, что аналитические методы не позволяют надежно описывать поведение сложных гравитационных систем на больших временных интервалах, вычисление уже превратилось в самостоятельную дисциплину. Обсерватории не только наблюдали, они уже считали на калькуляторах. Смысл в том, что расчет перестал быть вспомогательным инструментом при теории. Он стал равноправным способом познания. Если формулу нельзя свернуть в компактный вид, ее можно просчитать пошагово. Если общее решение недоступно, можно построить траекторию, фиксируя состояние системы в последовательности моментов времени. Так астрономия получила третий опорный инструмент наряду с наблюдением и теорией, и называется он моделирование. Телескоп показывает картину, теория объясняет причину, вычислительная модель отвечает на вопрос, что будет дальше при заданных условиях. Компьютер выполняет тысячи и миллионы операций в секунду. Для астрономии это означало резкое расширение горизонта задач. Например, при моделировании шаровых звездных скоплений стало видно, как энергия перераспределяется между звездами, как уплотняется центр и как часть объектов со временем покидает систему. Она постепенно испаряется. Вывести такие процессы формулами крайне трудно, но, пожалуй, самый быстрый способ стать седым. А в численном расчете они возникают сами, как следствие гравитационного взаимодействия. Но возникает масштабная проблема. Если в системе 1000 тел, это уже порядка миллиона парных взаимодействий на одном шаге расчета. Если миллион, число операций измеряется триллионами. Прямой перебор сил между всеми объектами быстро становится непрактичным даже для мощных машин. Т-1000 уже не в счет. Но выход нашли в иерархических алгоритмах. Идея простая. Далекие объекты объединяются в крупные группы, и их притяжение учитывается как воздействие одного узла. А вот близкие соседи считаются точно без упрощений. Такой подход резко сокращает число операций и при этом сохраняет физическую корректность модели. Машина не просчитывает каждую пару тел отдельно, если это не имеет значения для локальной динамики. Фактически Вселенную начали считать оптом, с деталями там, где они важны, и с обобщением там, где это допустимо. Именно благодаря этому стало возможным моделирование системы из миллионов частиц и при этом не терять структуру на малых масштабах. В 90-е появились специализированные суперкомпьютеры для гравитационных расчетов. Один из самых известных проектов – Grape – машина, созданная специально для моделирования взаимодействия множества тел. Параллельная архитектура распределяла нагрузку между процессорами, и вычисление перестало быть линейной процедурой. Это стала коллективная работа машин. Разрешение модели росло, временные интервалы увеличивались, детали становились отчетливее. Астрономия все заметнее зависела от вычислительной инфраструктуры. Крупные симуляции шли неделями и производили массивы данных, которые сами требовали отдельного анализа. Модель перестала быть просто проверкой теории. Она стала самостоятельным инструментом исследования. Как видим, путь от глиняных горшочков с табличками до суперкомпьютеров занял тысячелетия. Менялись люди, методики и инструменты, сменялись целые цивилизации, но принцип оставался тем же. Если движение можно предсказать, его можно и понять, если только это не курс биткоина. Так появился новый виток технологий под названием симуляции. В наши дни космос часто представляют как систему, где все устроено довольно просто. Тела движутся по орбитам, звезды излучают свет, а галактики вращаются. Но чем глубже исследование, тем больше уровней сложности обнаруживается. Даже в пределах Солнечной системы движение определяется тонким балансом скоростей и масс. В галактическом масштабе большая часть вещества не наблюдается напрямую, а внутри звезды физические процессы скрыты от прямого измерения. Поэтому современные технологии позволяют изучать космос иначе, чем объекты в лаборатории. Его воспроизводят в вычислении.
Исследователь задает начальные параметры и позволяет системе развиваться по законам физики, фиксируя результат. Симуляция – это инструмент проверки гипотезы там, где прямой эксперимент невозможен. Если модель при тех же законах и условиях воспроизводит наблюдаемую структуру, значит выбранное описание не противоречит реальности. Если нет, гипотезу пересматривают. Важно различать типы таких моделей. Под одним словом симуляция объединяются разные инструменты. Одни воспроизводят небо с точки зрения наблюдателя на Земле. Другие дают трехмерную модель Солнечной системы. Третьи рассчитывают динамику множества тел. Четвертые моделируют эволюцию материи на космологических масштабах. Каждая из этих задач требует своего уровня точности и своих допущений. Самый базовый пример компьютерных планетарий – это программа, которая показывает, какое небо будет видно из заданной точки Земли в конкретный момент времени. В основе лежит расчет орбит и координат небесных тел. Результат, конечно, должен совпадать с реальным наблюдением. Если не совпадает, проблема в инструменте, а не в небе. Ведь у звезд нет привычки корректировать свое положение ради удобства интерфейса. Один из наиболее известных примеров – Stellarium. Пользователь задает координаты наблюдателя, дату и время, после чего программа рассчитывает положение планет, Луны, звезд и объектов глубокого космоса. Это инструмент подготовки наблюдений. Он помогает понять, где именно в куполе искать нужный объект и когда он окажется над горизонтом. Важно, что программа ничего не рисует от себя. Она вычисляет положение тел на основе известных орбитальных параметров и затем отображает результат. Если расчет выполнен корректно, виртуальное небо совпадает с реальным, вплоть до фаз Луны и взаимного расположения планет. Следующий уровень – трехмерные атласы, позволяющие свободно перемещаться по Солнечной системе. Один из примеров – Селестия. Здесь объекты представлены в пространстве, их орбиты заданы параметрами, а изменение времени приводит к пересчету координат. Однако при попытке выйти за пределы хорошо изученных объектов возникает проблема неполноты данных. Каталоги не содержат информацию о бесконечном числе планет и звезд. Для заполнения структуры используется процедурная генерация. И один из наиболее известных примеров – Space Agent. Этот космический симулятор объединяет реальные данные и алгоритмы, создающие недостающие объекты по статистическим правилам. Пока что это не точная копия Вселенной, а одна из множества моделей, основана на известных закономерностях. Надеемся, что хотя бы там мы сможем найти разумную жизнь. Однако самая наглядная форма N-body моделей – расчеты гравитационного взаимодействия множества тел, и один из популярных примеров – Universe Sandbox. Такие модели быстро разрушают иллюзию орбит как дорожек. Добавьте лишнее тело, измените скорость, прокрутите время, и система начинает перестраиваться. Орбиты вытягиваются, тела сближаются, обмениваются энергией, иногда сталкиваются, а иногда покидают систему. И это абсолютно нормальная динамика многотельной гравитации. Внутри таких симуляций рассчитывается все – массы, численный метод, гравитация и аномалии. Поэтому стоимость расчета растет стремительно. На десятках тел это почти незаметно, на тысячи становится ощутимо. На десятках тысяч начинается борьба за компромисс между точностью и скоростью. Ограничивается шаг по времени, применяется приближение и используется оптимизация. И все равно остается главный вывод. Гравитация – это динамическая система, способная к устойчивости и к нестабильности одновременно. Но возражения возникают быстро, все это похоже на игру. Поэтому полезен следующий шаг к симуляции, где физика отвечает за расчет полета. Самый известный пример – Kerbal Space Program с космическими миньонами на борту. KSP часто называют игрой, но по сути это тренажер орбитальной механики. Он демонстрирует, что космический полет – это управление импульсом, а не направление носа. Чтобы выйти на орбиту, нужно набрать горизонтальную скорость.
Чтобы перейти к другой планете, нужно выбрать правильное окно запуска. Чтобы состыковаться со станцией, необходимо убрать относительную скорость, а не просто догнать. И когда допущение выходит за рамки, вы узнаете об этом достаточно быстро. Конечно, KSP использует упрощение. Многие участки траектории рассчитываются как задача двух тел, где влияние остальных тел вторично. В реальной баллистике это допустимо в определенных условиях, но это подчеркивает главное. Симуляция точна в рамках выбранной модели. Можно не сомневаться, что Кеплер, Ньютон и Коперник были бы в восторге. Но все это игры, в которых можно получить как удовольствие, так и важные понятия о космосе и Вселенной в целом. И если мы наигрались, то дальше начинается профессиональный уровень. Когда проектируется реальная миссия, требуется расчет, который должен быть воспроизводим и проверяем. Здесь используются инструменты баллистики и анализа миссий, такие как JMAT или STK. Первый позволяет строить сценарий полета как последовательность событий. Начальное состояние аппарата, участок движения, маневр, коррекция, выход на орбиту. Пользователь выбирает модель гравитационного поля, возмущение и численный интегратор. Результат должен быть согласован с физикой и техническими требованиями. Второй решает задачи геометрии и инфраструктуры, видимость, окна связи, покрытие и группировки спутников. Практическая космонавтика часто связана не с дальними перелетами, а с точной геометрией наблюдения и связи. К счастью для подопытного, кнопка «Отменить» заканчивается на экране, а не на орбите. Но существует и научный уровень динамики систем, библиотеки вроде Rebound. Это инструмент для вычислительного эксперимента, где исследователь сам задает систему, выбирает интегратор и анализирует результат. В гравитационных системах устойчивость численного метода критична. Если интегратор со временем теряет энергию или наоборот добавляет ее, модель может выглядеть правдоподобно на коротком интервале и полностью исказиться на длинной дистанции. Ошибка сначала почти незаметна, а потом орбиты начинают расползаться. Поэтому используют симплектические методы. Схемы интегрирования, которые сохраняют геометрию фазового пространства и не разрушают энергетический баланс системы. Они не делают расчет проще, но позволяют ему оставаться физически корректным на больших временных масштабах. Тут уж будет весело, только если вы космический ботан. Но космос — это не только орбиты. Это газ, пыль, ударные волны, формирование звезд, гигантские черные дыры, слияние галактик и темная материя, а еще много всего. И при переходе к таким масштабам меняется характер вычислений. Здесь работают программы вроде Gadget, Arepo или, например, Ramses. Их задача проследить, как из почти однородной ранней Вселенной формируются структуры, такие как галактики, скопления или космическая сеть. Типичная космологическая симуляция включает два основных компонента. Первый – темная материя, представляемая большим числом частиц, взаимодействующих гравитационно. По сути, это каркас структуры. Второй – барионная материя, прежде всего газ, который охлаждается, сжимается, формирует звезды, нагревается и обогащается тяжелыми элементами. В компьютерных имитациях газ моделировать сложнее, чем гравитацию точек. Используются различные численные подходы, частицы со сглаживанием, сеточные методы или движущиеся сетки. Каждый из них имеет ограничения по устойчивости, точности и вычислительным данным. Даже самые масштабные симуляции не включают полную физику. Процессы звездообразования происходят на масштабах, несопоставимых с космологическим объемом расчета. Поэтому используются субсеточные модели. Эффективное описание влияния мелкомасштабных процессов. Это компромисс, но без него расчеты невозможны. Отсюда следует ключевой вывод. Симуляция пока что не является цифровым дублером реальности в полном понимании. Ее задача – связать наблюдение и теорию. Но есть кое-что очень важное. Моделирование работает не только снаружи, на уровне орбит и галактик.
Его можно направить и внутрь объекта, например, при расчетах структуры черной дыры, конфигурации креста Эйнштейна или эволюции различных типов звезд. Коды звездной эволюции, такие как MESA, дословно модули для экспериментов в области звездной астрофизики, рассчитывают изменения внутренней структуры звезды во времени. В модели звезда разбивается на радиальные слои, для которых последовательно решается уравнение гидростатического равновесия, переноса энергии, изменения химического состава и ядерных реакций. Это строгий численный расчет, позволяющий сопоставлять теоретические эволюционные треки с наблюдаемыми параметрами – светимостью, температурой и радиусом. Ошибка в коде в момент взрыва сверхновой смещается на тысячи или миллионы лет. Пожалуй, самый наглядный пример – это звезда Бетельгейзе. От орбит планет до космологической структуры и внутренней эволюции звезд симуляции выполняет одну задачу – переводит физические законы в динамику, которую можно количественно сравнить с наблюдениями. Технологии впечатляют, не правда ли? И с каждым годом измерения становятся точнее. Вселенная живет в собственном ритме, растет лишь точность наших инструментов и методов обработки. В 20 веке астрономия оставалась преимущественно оптической. Затем появились радиообзоры, рентгеновские телескопы и гамма-детекторы. Наблюдательный диапазон расширился, вместе с ним изменилось и представление о структуре Вселенной. Скромно, но верно. А вот уже в 21 веке коллаборация телескоп горизонта событий получила изображение черной дыры, а космический телескоп Джеймса Уэбба построил детальные инфракрасные карты далеких галактик. Индия успешно посадила аппарат Чандраян-3 у южного полюса Луны и вывела солнечную обсерваторию Адитья-Л1 в точку Лагранжа. Китай доставил на Землю образцы лунного грунта миссии Чань-Э5 и исследует Марс в рамках программы Тань-Вэнь-1 и при этом странствует на своей станции типа МКС. Россия продолжает пилотируемые полеты, а рентгеновская обсерватория Спектр-РГ ведет обзор неба в высокоэнергетическом диапазоне. Франция действует через Национальный центр космических исследований, участвуя в европейских запусках ракеты Ариан-6 и научных миссиях. Европейское космическое агентство реализует обсерваторию Евклид для исследования крупномасштабной структуры Вселенной. Япония запустила рентгеновскую миссию XIRSM и ранее доставила на Землю образцы астероидов в рамках проекта Хаябуса-2. Объединенные Арабские Эмираты вывели к Марсу зонд Эль-Амаль, который изучает атмосферу планеты. Южная Корея отправила к Луне орбитальный аппарат Данури и развивает собственные ракеты-носители. Южная Африка участвует в создании гигантского радиоинтерферометра «Квадратный километр» на базе массива Меркат. Космические исследования больше не сосредоточены в нескольких центрах. Это распределенная сеть агентств, лабораторий и частных компаний, которые одновременно строят телескопы, запускают автоматические станции, развивают пилотируемые программы и создают инфраструктуру на орбите. Перед нами уже не серия редких прорывов, а постоянная работа, в которой участвует значительная часть ученых, специалистов и инженеров. Сегодня наблюдение объединяется с вычислением. Сигналы из разных диапазонов сопоставляются, данные проходят численную обработку и проверяются в моделях. Имитация физических процессов позволяет выяснить, какие механизмы способны воспроизвести наблюдаемую структуру и динамику. Это уже происходит не в формате далеких планов и пресс-релизов, а в металле, в криогенных баках, в собранных ступенях ракет и в телеметрии, которые приходят на Землю с расстояний в сотни миллионов километров. Мы больше не обсуждаем, когда человечество вернется на Луну или удастся ли когда-нибудь достать образцы с Марса. Возврат на Луну готовится на конкретные даты. Марсианские образцы уже лежат в металлических цилиндрах и ждут отправки домой, так или иначе. Аппараты летят к ледяным мирам Юпитера, и это отличается от того, как мы исследовали космос раньше. Совсем недавно космическая программа развивалась рывками.
полет Юрия Гагарина, высадка Аполлона на Луну, запуск Вояджеров. Между этими событиями годы пауз, пересмотров и политических компромиссов. Сегодня картина иная. Параллельно реализуются десятки проектов, пилотируемые, роботизированные, научные и коммерческие. Да, страны по-прежнему судорожно соперничают, и в этом мало нового. А некоторые политические индивиды вообще не способны разглядеть ничего дальше собственной пятой точки, и речь, разумеется, не о точках Лагранжа. Важнее другое. Независимо от чьих-то амбиций, перед нами формируется полноценная космическая инфраструктура, технологии, производственные цепочки, новые миссии и сложные программы. И это далеко не наскальные рисунки с летающими тарелками, хотя и в этом есть что-то загадочное. Но на самом деле все только начинается. Вопрос лишь в том, увидим ли мы это с вами. Следующий качественный сдвиг, вероятно, будет связан не столько с увеличением диаметра зеркал, сколько с развитием интерферометрии. Уже сегодня радиотелескопы объединяются в единую сеть, превращая планету в антенну размером с Землю. Примером служит телескопом горизонта событий. Если базовые линии выйдут за пределы Земли и растянутся на гелиоцентрические орбиты, угловое разрешение вырастет на порядки. Тогда черные дыры перестанут выглядеть статичными силуэтами. Можно будет различать динамику аккреционных потоков, структуру плазмы, эволюцию магнитных конфигураций вблизи горизонта. Это уже другой уровень наблюдательной точности, когда речь идет не об изображении как таковом, а о временной структуре процессов, происходящих в экстремальной гравитации. К примеру, давайте рассмотрим объект Стрелец А под звездочкой. Сверхмассивная черная дыра с массой около 4 миллионов масс Солнца, расположенная в центре Млечного Пути. Сегодня ее тень различима, но детализация остается ограниченной. Однако дальнейшее расширение сети антенн, повышение частоты наблюдений и улучшение синхронизации позволяет получать последовательные изображения с временным разрешением в часы и дни. Речь идет уже не о статичном контуре, а о наблюдении изменений структуры излучения во времени. Основания для таких ожиданий связаны с технологиями, которые уже частично реализованы и продолжают развиваться. Радиоинтерферометрия требует сверхточной синхронизации атомных часов, снижения шумов приемников и больших вычислительных мощностей для обработки и сопоставления сигналов. Если перейти от центра галактик к крупномасштабной структуре, возникает задача иного уровня. Как изменится понимание потоков материи в локальной Вселенной? В качестве примера можно привести Великий Аттрактор. Область повышенной плотности, влияющая на движение галактик в радиусе сотен миллионов световых лет. Его существование было установлено по отклонениям в скоростях галактик от ожидаемого хаббловского расширения. Значительная часть этой структуры скрыта за плоскостью Млечного Пути, где межзвездная пыль и плотные звездные поля затрудняют оптические наблюдения. Развитие обзоров в миллиметровом и радиодиапазоне повысит чувствительность к объектам, недоступным в видимом свете. Дополнительно, методы гравитационного линзирования позволят восстанавливать распределение массы, включая вклад темной материи в 3 измерениях. Анализ и моделирование искажений фонового излучения дадут возможность перейти от карты скоростей к реконструкции распределения плотности. В результате Великий Аттрактор перестанет быть лишь направлением, определяемым по отклонениям движения галактик. Он постепенно станет измеряемой структурой с оцененными границами и распределением массы. Вместо косвенных признаков появится пространственная модель, основанная на совокупности наблюдений и расчетов. Это затронет и другие крупномасштабные образования во Вселенной, сверхпустоты, сверхскопления галактик и структуры масштаба Ланиакеи. Экзопланеты – еще одна область, где рост чувствительности приводит к качественным изменениям в скором будущем. Сегодня большинство таких объектов обнаруживаются транзитным методом или по измерениям радиальной скорости звезды. Прямые изображения редки и, как правило, относятся к массивным планетам на широких орбитах.
Развитие коронографов и звездных экранов позволит эффективнее подавлять свет звезды и выделять слабые излучения планеты. Ближайшие землеподобные миры смогут фиксироваться как диски в несколько пикселей. Этого достаточно для анализа распределения яркости, контрастов поверхности и динамики облаков. В астрономии распознавание означает измерение, интерпретация начинается позже. В более отдаленной перспективе оптическая интерферометрия с аппаратами на гелиоцентрических орбитах сможет обеспечить угловое разрешение, достаточное для картирования поверхностей планет на расстояниях в десятки световых лет. Такое разрешение позволит фиксировать крупные контрасты, распределение яркости и сезонные изменения. Исследование при этом перейдет от анализа интегрального спектра к наблюдению структуры во времени, сезонной динамики, выраженных контрастов рельефа и облачных систем. Если же будут обнаружены признаки искусственного происхождения, их придется оценивать теми же методами, через проверку, повторяемость и согласование с физическими моделями. Независимо от природы структуры, критерий останется прежним – измеряемость и воспроизводимость. К сожалению, разглядеть зеленых человечков на поверхности мы не сможем. И, вероятно, это к лучшему для них. Но технологическая изобретательность человека велика. Систему TRAPPIST-1, состоящую из 7 планет, мы сможем изучить значительно подробнее, чем это возможно сегодня. Что касается темной материи, то на сегодняшний день она остается невидимой. Однако ее гравитационное влияние измеряется через слабое линзирование. Искажение изображения далеких галактик позволяет восстанавливать распределение массы вдоль луча зрения. Рост точности наблюдений даст возможность строить трехмерные томографические карты плотности. Если кандидаты на роль ее частиц будут подтверждены, картина станет физически завершенной. Если нет, геометрия гравитационного поля все равно задаст распределение массы с высокой точностью. Иногда природа предпочитает оставаться безымянной, но ее вклад в динамику структур остается измеряемым. Гравитационно-волновая астрономия добавляет еще один канал наблюдений. Например, детекторы LIGO и Virgo уже зарегистрировали слияние компактных объектов. По мере моделирования их чувствительность растет, а в будущем к ним добавляются более мощные наземные установки и космические интерферометры, такие как LISA. Расширение частотного диапазона и снижение шума позволит фиксировать сигналы от сверхмассивных черных дыр, двойных систем с длительным периодом обращения и, возможно, реликтовые волны ранней Вселенной. Это означает переход от регистрации редких катастрофических событий к систематическому наблюдению гравитационной динамики на разных масштабах. Мы будем измерять не только свет от объектов, но и колебания самой геометрии пространства-времени, параметр, который поддается количественному анализу и сопоставлению с теорией. Изображение в будущем перестанет быть просто матрицей пикселей. Оно станет синтезом данных из разных диапазонов и временных рядов. Вместо статического кадра динамическая реконструкция, где время рассматривается как равноправный параметр наряду с интенсивностью и частотой. Объемы информации будут расти быстрее, чем способность человека их просматривать. Вероятно, ключевой дисциплиной станет управление потоками данных и извлечение редких, но надежных результатов. Можно даже предположить, что при нынешнем темпе развития технологий через 100 лет человечество, вероятно, будет воспринимать космос так же, как океан воспринимали в эпоху великих географических открытий, как пространство для навигации, освоения и постоянного присутствия. Если, конечно, прогресс не будет прерван внутренними кризисами надменных и влиятельных клоунов. В таком сценарии возможны орбитальные сценарии городского масштаба, автоматические зонды к другим звездам и первые устойчивые поселения за пределами Земли. Астероиды постепенно могут стать ресурсной базой. В поясе между Марсом и Юпитером сосредоточены металлы платиновой группы, никель, железо и водяной лед. Роботизированные комплексы смогут перерабатывать породу, извлекать ценные элементы и доставлять их на орбитальные производственные платформы.
А это снизит зависимость космической инфраструктуры от поставок с Земли. И здесь снова возникает вопрос двигателей. Скорее всего, через 100 лет химические ракеты останутся для старта с поверхности планет, но межпланетные перелеты будут опираться на ядерные и электрические системы. Ядерные тепловые двигатели сократят время полета к Марсу до нескольких недель. Ядерные электрические установки обеспечат длительное, эффективное ускорение. Плазменные двигатели будут работать месяцами, постепенно набирая скорость. Если человечество освоит управляемый термоядерный синтез, космические корабли смогут использовать реакторы высокой мощности. Это позволит осуществить регулярные миссии к внешним планетам без многолетних перелетов. Скорость – главный ограничитель экспансии. Без увеличения удельного импульса дальние рубежи остаются слишком затратными. Световые паруса и лазерный разгон станут инструментом межзвездной разведки. Наземные или орбитальные лазерные массивы смогут разгонять миниатюрные зонды до доли скорости света. Они не будут нести экипаж, они будут нести сенсоры и передатчики. Их полет к ближайшим звездам займет десятилетия, но в масштабах цивилизации это допустимо. Если такие зонды достигнут системы Альфа Центавра, они передадут первые изображения экзопланет вблизи. Возможно, мы увидим облака, океаны или пустынные миры. Они смогут напрямую наблюдать экзопланеты и анализировать их атмосферы. Поиск техносигнатур, признаков технологической активности станет частью научной программы. Если где-то существует цивилизация, они могут оставлять энергетические следы. Если нет, это тоже информация. Молчание Вселенной не менее значимо, чем сигнал. Большая вероятность, что наш вид, прикованный к одной планете, начнет системно расширять свое присутствие. Вопрос не в том, полетим ли мы уже летим. Вопрос в том, останемся ли мы теми же существами, которые когда-то впервые посмотрели на ночное небо и решили, что хотят узнать большего. История астрономии показывает закономерность. Скачок происходил вслед за новым способом регистрации сигнала. Телескоп выявил фазы Венеры. Радионаблюдения обнаружили квазары. Интерферометрия зафиксировала колебания пространства-времени. Вселенная оставалась прежней. Менялась точность измерения. Мы начали с царапин на глине и пришли к вычислительным кластерам, способным просчитывать эволюцию галактических структур. Но суть изменилась не в скорости расчета. Изменилась позиция наблюдателя. Мы больше не стоим под небом, считая колебания звезд. Мы встраиваем его в систему обработки данных. Свет звезд проходит через оптику, детекторы, алгоритмы и возвращается к нам уже в виде модели, которая тут же проверяется новым наблюдением. Замкнутый цикл познания становится непрерывным. Если вам понравился ролик и вы хотели бы, чтобы новые выпуски выходили чаще, то, пожалуйста, поддержите меня на Бусти или на Патреоне. Там выходят дополнительные материалы, расширенные версии разборов, ранний доступ к роликам и другие космические штуки, которые не попадают в открытый формат, пока меня не запретили, а то мало ли. Ссылки будут в описании, и большое спасибо. Ну что ж, в заключение можно сказать одно. Когда-то карта была символом. Теперь карта – это динамическая реконструкция, обновляемая по мере поступления сигнала. Космос постепенно превращается из объекта созерцания в объект вычисления. И чем точнее становится измерение, тем отчетливее проявляется простая вещь. Вселенная не обязана соответствовать нашим ожиданиям, но она обязана подчиняться измеряемым закономерностям. И это радует. Через 100 лет инструменты снова сменятся. Разрешение вырастет, масштаб задач расширится, но фундамент останется прежним. Свет приходит, данные обрабатываются, модель уточняется. По сути, это бесконечный цикл уточнений. Модель обновлена, расхождение найдено, гипотеза пересобрана. Версия 1.0 Вселенной до сих пор не вышла. И, возможно, именно это и есть главное открытие. Не новые миры, не орбитальные города и не межзвездные трассы, а способность непрерывно пересобирать картину реальности, зная, что окончательной версии не существует.